Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я продолжаю собирать свой новый белый сетап, и сегодня он пополнился двумя новыми девайсами. У меня на обзоре микрофон AM8 и Mixsher SC8 от компании Fifine. Посмотрим на комплект, функционал и, конечно, проверим, как это звучит в связке. Так что давайте распаковывать и подключать. Начнем с AM8. На момент записи этого видео, февраль 26 года, в ДНС он стоит примерно 4500. Идет в трех цветах: белым, черным и розовым. Это динамический USB и XLR микрофон. Это значит, что его можно подключить к ПК напрямую через USB или через XLR, если у вас есть звуковая карта или микшер. В данный момент запись ведется на мой Fifine A8, но в конце вас ждет полноценный саунд-тест. Очень надеюсь, что заявленные характеристики оправдаются, и AM8 будет эффективнее отсеивать посторонние шумы и вибрации по сравнению с A8. Главное отличие от обычного конденсаторного микрофона — это кардиоидная направленность. Это значит, что AM8 чувствителен только к звукам спереди, игнорируя все, что происходит сзади и по бокам. Это идеальное решение для стримеров, геймеров и подкастеров. Минимум лишнего шума и максимум чистого звука вашего голоса. Давайте распакуем коробку и поближе посмотрим на комплектацию. Внутри, помимо самого микрофона, идет подробная инструкция, подставка и 2-метровый USB-C USB-A кабель. На лицевой панели самого микрофона расположены 3 кнопки. Верхняя сенсорная отвечает за смену режимов RGB подсветки. Долгое нажатие включает или выключает ее. Средняя регулирует чувствительность микрофона, а нижняя — громкость в наушниках. На обратной стороне находится сенсорная кнопка мьюта. Снизу расположены разъемы для подключения наушников Type-C и XLR. Имейте в виду, если вы подключаете микрофон по XLR, все сенсорные кнопки и регулировки перестают работать. Управление звуком переходит к вашей звуковой карте, а подсветка гаснет. Весь этот функционал доступен исключительно при работе по USB. А теперь давайте внимательнее рассмотрим конструкцию самого микрофона. Под ветрозащитой скрывается металлическая решетка. Крепежные винты здесь пластиковые, а вот монтажный кронштейн уже металлический. Из-за пластикового корпуса микрофон чувствителен к тактильным шумам, и при касании корпуса звук может улавливаться. Стойка, которая идет в комплекте, слишком короткая, чтобы поднести микрофон к рту. Учитывая, что это динамический микрофон, чувствительный к расстоянию, тянуться к нему или держать его в руке – плохая идея. Оптимальное решение – это приобрести пантограф. Например, я использую низкопрофильный пантограф BM88 от Fifine. Он отлично решает эту проблему и позволяет микрофону раскрыть свой потенциал лучше. А теперь давайте рассмотрим поближе Mixsher SC8 с возможностью подключения микрофонов по XLR, наушников и другой периферии. Он привлекает внимание своим футуристичным дизайном и множеством крутилок для более тонкой настройки. В комплекте уже есть кабели AUX и USB-C, но учтите, что XLR кабель для микрофона нужно будет докупить отдельно. Теперь посмотрим на сам микшер. На задней панели есть микрофонный XLR разъем, переключатель для выбора типа микрофона, динамический или конденсаторный, порт для наушников, AUX, порт для мониторинга для наушников, оптический входной порт, USB-C для подключения к компьютеру, переключатель режимов ПК и PlayStation и кнопка переключения режимов подсветки. Все управление вынесено наверх. Есть усилитель микрофонного сигнала. Можно замьютить микрофон, нажав на регулятор. Output — регулятор усиления звука в наушниках или колонках. Также можно замьютить, нажав на регулятор. AUX — можно регулировать звук сигнала, входящего в аудиокарту. Также его можно замьютить. И регулятор баланса звука игры и чата. Имейте в виду, он регулирует звук только, скажем так, внутри системы. Если вы стримите и хотите убавить или прибавить звук для зрителей, нужно крутить именно output. Этот регулятор нельзя замьютить. С правой стороны находится кнопка изменения голоса. Есть 8 режимов: детский, мужской, женский, автотюн, старый человек, монстр, робот и мегафон.
Также есть 8 прорезиненных кнопок, они довольно-таки тяжело нажимаются и иногда западают. Среди них кнопка мониторинга звука микрофона, чтобы слышать свой голос, фантомное питание 48 вольт для конденсаторных микрофонов, режим объемного звучания 7.1, есть встроенный эквалайзер, а также 4 программируемых кнопки, на которые можно назначить собственные звуковые эффекты. А сейчас предлагаю вам на слух оценить качество звучания микрофона Fifine AM8 в двух разных режимах подключения, через USB и через XLR. Это поможет понять, насколько гибкий может быть этот микрофон и какой вариант лучше подойдет именно для ваших задач. Сейчас вы слышите, как AM8 звучит при прямом подключении через USB. Нужно отдать должное, звук получился очень достойным, особенно если вспомнить, что это микрофон из бюджетной ценовой категории. Для большинства повседневных задач этого качества будет более чем достаточно. Правда, я пока не определилась, где мой голос звучит лучше, на A8 или на AM8. А вот так микрофон раскрывается при подключении через XLR к микшеру SC8. На мой субъективный взгляд, здесь звук становится заметно чище и прозрачнее. Какая главная разница? При использовании микрофона через USB все же проскальзывают некоторые фоновые шумы, а главное, становятся слышны так называемые plosives, взрывные согласные. Это резкие звуки, которые возникают, когда поток воздуха от звуков БП ударяет в капсуль микрофона, создавая неприятный звук. Микшер практически полностью устраняет эту проблему, делая звук чище. Что ж, давайте подведем итог. Если вам нужен бюджетный микрофон, который можно вставить в свой ПК и пользоваться сразу без настройки и без дополнительных аудиокарт и микшеров, и чтобы он звучал при этом хорошо, то AM8 отличный вариант. Что касается SC8, я бы рекомендовала брать его, если вы геймер или стример, так как он дает прикольные функции, как, например, разделение настройки громкости игры и голосового чата. Мне он показался удобным в ежедневном использовании. Прежде всего из-за своего функционала. Есть возможность подключить множество разных устройств на вывод и ввод. И просто как девайс он красиво выглядит на рабочем столе. Смотрится аккуратно, продуманная подсветка и понятная компоновка элементов. За время тестирования у меня не возникло с ним каких-либо проблем. Пишите свои мнения в комментариях, как вам микрофон и микшер, какими вы пользуетесь и почему. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.